Всем привет, с вами Ганзи, и это новая часть сюжета, вашего любимого уже сюжета «Цепи судьбы». Я знаю, что вам он нравится, поэтому продолжайте актив, комментарии, лайки, подписки, кто не подписан, спонсорки, кто может. И тогда этот сюжет обязательно будет существовать на канале до тех пор, пока мы не дойдем до точки. А до точки еще далеко, и кайфовать нам от этого сюжета предстоит еще очень долго, с чем я вас и поздравляю. И себя мне тоже нравится вдвойне, потому что вы проявляете актив и потому что сюжет крутой, максимально. И давайте уже поскорее начнем. Цепи судьбы, 7-я часть. Глава 7. Больше, чем команда. Настал и мой день, экзамен на Генина. Честно говоря, я долго оттягивал этот момент. Каждый раз в душе все переворачивалось от нахлынувших воспоминаний. Перед самой дверью я встал в ступор и просто смотрел в пол. Рин положила мне руку на плечо и спросила тихо, с некоторым беспокойством: «Волнуешься, да? Но сложно объяснить, ведь назад дороги уже не будет. С этого начинается новая глава жизни». Я повернулся и посмотрел на Рин. Она задумчиво устремила взгляд на потолок, а потом взглянула мне в глаза и проговорила с фирменной улыбкой: «Но ведь таков путь, Обита. Ты же не оставишь свою мечту только потому, что этот путь сложен». «Мой путь». Путь ниндзя. Дальше решения будут сложнее, а дорога ветвится на 1000 путей. Лучше бы я был беспечным ребенком, но... Она права, как всегда. Я сжал руки в кулаки, улыбнулся ей в ответ и громко заявил: «Конечно, я ведь обещал, что стану Хокаге». «Тогда постарайся. Я верю в тебя», – уверенно ответила Рин. Я выдохнул и зашел в комнату. 2 экзаменатора во главе с 3-м Хокаге. Вид добродушного, но строгого старика заставил меня невольно улыбнуться. «Обита учиха, прошу, начинай». «Есть». В той жизни в первый раз я создал лишь недееспособную массу, однако сейчас все иначе. Я чуть было не сложил руки в запрещенную технику теневого клонирования. Многократный опыт в борьбе с Наруто уже на подкорке отложил у меня эту технику, а наличие Шарингана усилило это воспоминание. 3-й Хокаге в этот момент приподнялся со стула и пристально начал за мной следить. Я сглотнул и быстро исправился, сложив печати овцы, змеи, тигра. Вполне нормальный клон образовался рядом со мной. Экзаменаторы посмотрели на 3-го с легким недоумением. Тот выдохнул клуб дыма, прикрыл глаза и сел на место. Я невольно сглотнул. Еще бы, кому как не ему знать о запретной технике, оставленной 2-м Хокаге. Используя я ее, место в тюрьме мне было бы обеспечено. Надеюсь, что ни о чем не догадался. Я сидел на скамье около школы. В руках была повязка Генина, которая блестела на солнце, и диплом об окончании. Толпа ребят и их родителей выходили из здания радостными и воодушевленными. Каково это, когда родители за тебя радуются? Своих я не видел, только на фотографиях. Человек, который был мне как отец, погиб из-за моего бездействия и наивности. «Ты какой-то невеселый, Обита», — сказала Рин, плюхаясь на скамейку рядом со мной. «Да, прости, наверное, самочувствие плохое». Мы немного помолчали. «Ты ведь из-за родителей грустишь?» Я посмотрел на нее, а потом отвернулся назад. «Грустью их не вернешь. Я просто надеюсь, что где-то там они видели мой успех». Рин взяла меня за руку, осторожно, будто боясь пугнуть. «Мы все твоя семья, Обита, вся Коноха, и я в их числе», – проговорила она, тихо добавив последнюю фразу. Я сжал ее руку. «Вся деревня – это наша большая семья. Воля огня живет в каждом из нас. Однажды один неунывающий паренек мне это доказал. Думаю, мне есть чему у него поучиться». И я вскочил, улыбнулся Рин и потянул ее за собой. «Обита, ты чего так резко? Куда мы?» Я решил,
что нужно отметить выпускной. У меня есть немного денег, поэтому я куплю себе самое вкусное мороженое». Мы звонко засмеялись. Мне и правда стоит ценить каждую минуту. Вскоре нас распределили по командам. К счастью, в этот раз история не преподнесла мне сюрпризов. Первый день сбора нашей команды. Помнится, тогда я опоздал. В этот раз я пришел раньше всех и уселся на ветке дерева. Я видел, как пришел Какаша, как всегда пунктуален. Затем Рин и Минато-сенсей. Они весело болтали. Было очень приятно смотреть на их лица вновь. До меня доносились отголоски возмущения Какаши. Кажется, что-то вроде лентяй Обита, вечно опаздывающий неудачник. Ух, мелкий гаденыш. Уже начал вешать лапшу на уши сенсею. Похоже, пора и мне явиться. С этими мыслями я соскочил с ветки и побежал вперед. Добежав до команды, я сложил руки в жест извинений и попросил прощения за опоздание. «Видите, сенсей, он вечно опаздывает. Эй, я просто был очень занят. Да и к тому же извинился. Вот поэтому с тобой невозможно быть в команде. Ты даже войну проспишь. Какаша, ты хочешь, чтобы я тебя в сон отправил?» – спросил с восклицанием я. «Да?» – спросил распетушившись он. «Да. Ребята, тут же сенсей!» – примирительно проговорил Рин. Глаза Минато на секунду округлились. Он ласково улыбнулся и сказал: «Ну-ну, будет у вас время еще подцапаться. Давайте знакомиться. Кого-то из вас я уже знаю». «Знаете?» – вопросила Рин. «Да, мы уже пересекались, так ведь, Обита?» Я неловко улыбнулся и кивнул. «Я, честно говоря, удивился. Не ожидал, что твои слова и правда сбудутся». «Ух ты!» – восторженно воскликнула Рин. «Обита, почему ты ничего не сказал? Сенсей, как это случилось?» Меня и Минато-сенсей перекосило. Мы оба нервно сглотнули. Я весь вздрогнул от одного воспоминания о гневной кушанье. Минато почесал затылок, кашлянул и проговорил: «Знаешь, это не так уж и важно». «Понятно», – холодно проговорил Какаша, складывая руки на уровне груди. «И что же ты натворил? Чего? Почему-то ты решил, что я натворил что-то?» – воскликнул я на догадку Какаши. «Ты вечно косячишь, признавайся, как ты умудрился испортить жизнь сенсею и команде еще до ее образования?» Я злобно зарычал. «Ох уж этот умный Какаши, как же мне хочется дать тебе по затылку». «Думаю, Обита просто врезался в сенсея. Он часто бывает невнимательным, когда бегает, да, сенсей?» Минато отвел глаза в сторону. «Рин, ну ты что? За что?» – взмолился я, хлюпая носом. «Нет, правда, ничего такого», – неумело соврал Минато. «Вы бы хоть постарались, сенсей, у вас же на лице написано, что так и есть». «Ладно, давайте просто представимся», – сказал он, как бы разряжая обстановку. «Меня зовут Хатаки Какаши». «Я Рин Нахара. Приятно познакомиться». «А я Обита Учиха, и я…» Тут мой голос предательски перестал продолжать предложение. Мне было чертовски неудобно смотреть в полные доброты глаза сенсея и выдавать свою привычную реплику. Чувство злости на себя самого в этот момент взыграло и заставило на несколько секунд замолчать. Посмотрел на меня Минато. Я обязательно стану Хокаге!» Смог я договорить остаток фразы. «Точно! Рад, что ни у одного меня такая мечта. Да, только в вашем случае это реализуемый план, а в его безразлично вставил свою фразу Какаши. Ты точно у меня получишь? Что это ты хотел сказать про мой случай?» «Тьфу! Ты и так знаешь, тупибита. Опять мое имя коверкаешь?» Минато посмотрел на Рина и спросил: «У них всегда так?» «Да, но не волнуйтесь, они все равно хорошие друзья». «Мы не друзья!» – воскликнул я и Какаши в унисон. Рин с Минато засмеялись. В моменты перепалок с Какаши я частенько погружался в свойственную мне эмоциональность. Да и признай я, что он мой друг, то точно бы выслушивал о своей никчемности еще минут 5. «Так, раз уж вы такая дружная команда, то сегодняшняя тренировка должна быть для вас сущим пустяком», – оптимистично заявил Минато. «Тренировка?» – спросил Какаши, напрочь игнорируя мой оскал. «Именно. Видите 2 колокольчика? Да. Вам нужно достать их». «Но их же тут 2, логично», – сказала Рин. «Да, в этом и смысл. Значит, кто-то из нас отправится назад в академию», – проговорил Какаши, косясь на меня.
Какие же непрозрачные у тебя намеки. Смысл этого испытания – работа в команде. Само собой, знаю это только я, поэтому меня эти колокольчики не волнуют. Я едва удержался, чтобы не ответить Какаши шуткой. Вместо этого я вытянул руку, сжав ее в кулак, и проговорил: «Тогда мы их достанем! Вот это хороший настрой, Обита!» – ответил Минато, одобрительно кивая. Не утешайте его, сенсей. Увидите, он по большей части пустослов. Между прочим, этот пустослов надавал тебе пинков. Оторопел Какаши. Один раз из сотни. Оттого и приятно. Какаши отвернулся, презрительно фыркая. Рин взяла нас обоих за руки и весело воскликнула: «Вперед!» Мы боролись за колокольчики около часа. Так как я и Рин много тренировались вместе, то синхронность наших атак была на уровне. Но Какаши, он действовал сугубо в одиночку. При наших попытках с ним скооперироваться, он просто отступал, выжидая момента для личной атаки. Вот же упрямый глупец. Минато-сенсей не прикладывал и 5% своей истинной силы. Конечно, я мог использовать шаринганы и предугадать его движение, но мне не хочется сейчас показывать его. Пройдя жизненный путь, учишься приберегать козырь для более важного момента. От последней атаки мы знатно получили тумаков. Честно говоря, я уже порядком устал. Разве Какаши не должен был предложить план, как он сделал в той жизни? Чего он медлит? Какаши! Начал я, вытирая пот со лба. Чего тебе? Может, план какой-нибудь применим? Видишь же, одиночные атаки на сенсея не работают. Командная работа более эффективная. Какаши взглянул на меня с долей презрения и проговорил: «Мне не нужна твоя помощь. Я не такой слабак, как ты». После этих слов он бросился вперед. Черт, да какая муха его укусила. Неужели он так обиделся на мою шутку? Я выдохнул и понял, что придется брать дело в свои руки. «Рин, что Обита? Построение 1. Поможем Какаши». Ну, оно такое слабое. Думаешь, сработает? Если мы соберемся и все вместе ударим, то обязательно получится. Верь мне. Есть. Я и Рин выдвинулись вперед. Какаши уже вовсю боролся с сенсеем. В этот момент мы вихрем закружили вокруг них. Внимание Минато слегка рассредоточилось. «Вот как?» – одобрительно проговорил он. Какаши отскочил назад и уставился на нас. Я выкрикнул: «Чего ты ждешь? Или проиграть собрался?» «Да чтоб тебе, учиха!» – процедил он, поняв нашу задумку. Мы лежали на земле уставшие. В руках Какаши, который встал на ноги первым, зазвенел колокольчик. Рин также смогла ухватить второй, все потому, что я слегка улучшил построение 1. Воспользовавшись замешательством Минато, я раскрутил Рин и придал ей скорость, с которой она могла выцепить злосчастную побрякушку. Сенсей похлопал в ладоши и проговорил: «Молодцы, тест пройден успешно. Все сдали». «Тест?» – удивленно вопросил Какаши. «Да, это была проверка вашей командной работы. Многие стремятся действовать в одиночку, но шиноби всегда работают в команде по 3 человека, поэтому вам необходимо научиться чувствовать своих товарищей, действовать синхронно, как единое целое. Думаю, вы это прекрасно поняли». «Да, поняли», – радостно ответила уставшая Рин. «Да», – еще более устало проговорил я, лишь Какаши смотрел куда-то вниз, крепко сжимая колокольчик. «Все еще недоволен? Колокольчик у тебя. Радуйся», – спокойно проговорил я. «Зачем ты влез? Чего? Помог тебе, мы же товарищи. Я бы и без тебя справился». «Какаши, сенсей говорит о важности нашей работы в команде», – сказала Рин, воспроизведя слова сенсея. «Ладно. Пока это нужно для миссии, я смогу с этим смириться», – тихо проговорил Какаши, возвращая голосу привычное самообладание. Минато подошел и, присев, положил руку на его плечо. «В твоем голосе слышится недовольство. Ты ведь осознал важность командной работы? При всем уважении, Минато-сенсей, главное для шиноби – выполнить свой долг. Жертвы есть и будут всегда. Значит, вот так ты думаешь? Ты серьезно так полагаешь?» – строго спросил Минато. Какаши посмотрел на нас, затем отвел взгляд. Казалось, что он просто не может выйти из этого образа. Затем тихо проговорил: «Да, ясно. Тогда нам предстоит большая работа. Уверен, однажды ты сможешь увидеть нечто большее в своих товарищах, нежели просто членов команды». Мы с Рин встали рядом с поникшим Какаши. Видимо, Минато смог достучаться до чего-то очень глубокого и болезненного в его душе. Он всегда видел людей насквозь.
Что же, вы здорово потрудились. Предлагаю сходить и поесть лапши. Я знаю прекрасное место. Ха, только если вы платите, сенсей, выкрикнул я, смеясь. Что? Да, вы ведь дадите награду за пройденное испытание, Минато-сенсей, поддержала меня Рин. Ну, я не против, но как бы пытался безуспешно спасти свой кошелек Минато. Ура, едим за счет сенсея! Ладно, выдохнул он, сдаваясь. Все едим за мой счет. Рин двинулась за сенсеем, и я толкнул Какаши в спину. Он будто бы вышел из транса и удивленно посмотрел на меня. Чего застыл? Там бесплатную еду предлагают. Мне это не надо. «Не хочу я», – пробурчал Какаши. «Чего ты там под нос бубнишь? А если это очередная проверка? В академию захотел?» – надавил я на него, а затем подтолкнул в спину. «А ну быстро, а то я всем расскажу, что победил тебя в поедании лапши». «Мне все равно», – ответил Какаши, но ускорил шаг. «Да-да-да, ха-ха, естественно, дурак Какаши». Будни Генина очень насыщенны. Хотел бы я так сказать, но забыл, насколько это скучно. Уборка мусора, прополка грядок, таскание тяжестей, поиск котов. На что я трачу свои навыки? Да даже пусть эти миссии ранга D, но хотя бы не под аккомпанемент вечно бурчащего Какаши. Он постоянно был недоволен, вернее возмущался моими методами. Это у него такой вид развлечения, только Рин весело исполняла все, что просит. Я и Какаши вечно пытались спихнуть грязную работу друг на друга, но все же миссию мы выполняли. Я бы даже не придал бы этому особого значения, если бы не один случай, который дал мне понять, что мир действительно пошел по другому пути. Мы шли по коридору. Меня разбудила Рин, заявляя, что у третьего для нас важная миссия. Я был ужасно невыспавшийся и зевал всю дорогу. «В твой рот однажды залетит муха», – подметил Какаши, как всегда, остроумно. «Ай, отстань, что я могу поделать, если ночь была бессонная? Частенько у тебя проблемы со сном, Обита», – спокойно и заботливо проговорил Минато-сенсей. Ну да, мыслей много», – ответил я. «Просто голова глупая, вот и мысли там такие же», – продолжил задевать меня Какаши. «Да пошел ты! Хватит вам, вы же в административном здании», – строго проговорил Рин. «Ой, простите», – извинился я. «Он сам начал», – вяло ответил Какаши. Когда мы вошли в кабинет, третий разговаривал с пухлой женщиной. Она была обвешана всевозможными украшениями, вся пропитана ужасным парфюмом, от которого хотелось чихнуть. На лице тонны косметики. «Только», – начал Какаши. «Не снова», – закончила я. «Тш, тихо», – прошипел Минато-сенсей. Увидев нас, дама вытерла уголки глаз платочком, шмыгнула носом и сказала: «Ох, как же хорошо, что вы нашли людей!» Минато почтительно поклонился. Мы сделали то же самое. Третий выдохнул. Видимо, он уже устал ее слушать. Затем обратился к нам. «Госпожа Когами обратилась к нам с запросом». «Да, найдите мое милое дитя!» Встряла она, вновь заливаясь слезами. «Прошу вас, не плачьте!» Учтиво, но немного раздраженно проговорил третий. «Да, поступила работа. Найти кошку-ворсинку». «Пушинку, господин Хокаге». Да, ну да, Пушинку. Думаю, вы все прекрасно справитесь». Мне уже надоела эта вечно убегающая Пушинка, учитывая то, что это жирный кошак, которому больше бы подошла кличка Батон. «По-моему, бедное животное просто пытается спастись», – тихо прошептал я ребятам. Рин слегка хихикнула. Какаши отвел взгляд в сторону, но мне показалось, что он все-таки улыбнулся. «Может, она просто погулять вышла и совсем скоро вернется?» – высказался Минато-сенсей, который тоже изрядно устал ловить эту кошку по 2 раза на неделе. «Нет-нет, что вы, уважаемый господин Намикадзе, моя Пушинка, домашняя кошечка», – сказала госпожа Когами. «Я совершенно не могу понять, как она смогла выбраться из дома. Я абсолютно точно закрыла все двери». «Насколько же сильно эта кошка хотела сбежать», – вновь тихо прошептал я. Рин ткнула меня локтем в бок, но сама еле сдерживала улыбку. «Вот как? То есть она была дома, а когда вы вернулись, ее уже не было?» – уточнил Минато. «Да, так и было. Прошу вас, найдите ее». Третий умоляюще взглянул на сенсея. Тот едва слышно выдохнул. «Конечно. Мы обязательно ее найдем, только хотелось бы осмотреть ваш дом. Быть может, она просто спряталась?»
«Ну, я все обыскала, но вы же шиноби, поэтому можете увидеть что-то, чего я не заметила. Конечно же, приходите, сейчас в доме моя горничная, скажите, что вы от меня». «Благодарю вас». Мы быстро нашли нужный дом. Нам открыла служанка, которая учтиво показала нам все комнаты. Я и Какаши решили посмотреть помещение, обустроенное специально для Пушинки. Целая комната, набитая игрушками, кормом, большим лотком и прочими побрякушками для кошек. «Вот это хоромы! Все для одной кошатины? Завидуешь?» – съязвил Какаши. «Не то чтобы, просто не жирно ли для кошки? У богачей свои странности», – пожал тот плечами. «Займись лучше делом». Хоть мои отношения с Какаши оставались в рамках работы, но я чувствовал, что он немного привык к командной работе. Сегодня он на удивление вежлив. Мы начали осматривать комнаты, попутно зазывая Пушинку. Несколько минут мы безуспешно искали ее среди кучи хлама. Но в один момент я споткнулся об игрушку и упал лицом в миску с молоком. Да чтоб тебя! Решил поесть? Иди к черту! Чем бы вытереться? В порыве гнева я схватил наименее грязную подушку и вытер ей лицо. В этот момент я оторопел. «Какаши, смотри! Если ты там нашел какашки в форме своего имени, меня это мало интересует». «Да нет же, придурок! Быстрее сюда!» Какаши нехотя подошел и тоже удивился. За горой подушек виднелся маленький вход в туннель. «Я сомневаюсь, что Пушинка это сделала сама», – рассудил я. «Какой точный подкоп, да еще и замаскирован. Как это не прискорбно, но я с тобой соглашусь. От твоей кривоногости все же есть польза. Эй! Надо позвать сенсея, это странно». Минато-сенсей внимательно осмотрел дыру, затем совершил технику призыва и пустил в нее маленькую жабу. «Все это очень странно», – задумчиво процедил я. «Думаете, ее кто-то украл?» – спросила Рин, сидя на корточках и осматривая дыру. «Кто-то очень маленький, судя по размерам», – дополнил я. «Если это призывное животное, то его хозяин был человек. Но кому могла понадобиться кошка и зачем?» – сделал свой довод Какаши. «Не знаю, но дело приобретает иные обороты», – задумчиво закончил Минато-сенсей. В этот момент вернулась жаба. «Докладывай». «Дыра ведет на улицу за угол в переулок, прикрыта помойным ведром. Воняет же, фу!» «Значит, кто-то специально спрятал это так, чтобы не нашли. Благодарю за помощь, Фуру». «Нет проблем», – лягушка испарилась. Минато вернулся к нам. «Итак, это не просто побег кошки. По всей видимости, кто-то целенаправленно хотел ее украсть. Причем этот человек владеет техникой призыва. Ход очень ровный, но следов мы не имеем». «Думаю, нужно поспрашивать у местных. Вроде как кошечка носит ожерелье. Красное такое», – сказала Рин, задумчиво приставляя руку к подбородку. «Хорошая идея. Вот вам коммуникаторы. Работать будем по двое. Я с Рин, Какаши с Обита». «Опять я с ним?» – возмутился я, что меня лишили романтики. «Ха, вам не помешает наладить контакт, а то вечно как кошка с собакой». Рин посмеялась этому невзначай сказанному каламбуру от Минато. «Вы уж постарайтесь», – сказала она, улыбаясь и мило смотря на меня. «Да, я найду ее», – выдал я от такого смущающего взгляда. «Вот, хороший настрой. Если что-то обнаружите, свяжитесь со мной или Рин. Мы осмотрим восточную часть деревни, а вы западную». «Есть», – сказал Какаши, удаляясь. «Эй, подожди меня!» – крикнул я, нагоняя его. Мы осматривали каждый закоулок города, переулки после мусора, заброшенные строения и всевозможные скопления кошек. Был жаркий полдень, сил уже оставалось маловато. Я остановился и прижался к прохладной стене. «Чего встал? Я не собираюсь тебя ждать». «Да подожди ты хоть минуту. Я сегодня тепло оделся, не ожидал, что такая жара будет, да еще и с тобой в связку поставили. Это чтобы ты свои шуры-муры с Рин не крутил во время задания. Не твое дело вообще». «Мне все равно. Выполнение задания – вот что меня интересует. Думаю, Минато-сенсея тоже. Не знаю уж, какая работа тут возможна с такой улиткой, как ты». «Знаешь что? Проваливай. Хочешь носиться в одиночку? Валяй. Возьми себе какой-нибудь сектор и действуй. Посмотрим, кто справится лучше, выскочка». В кои-то веки умная мысль. Я пошел. Проваливай. Какаши пожал плечами и удалился. Не, все же отдых от его детской версии мне необходим.
рядом, иначе от его занудства с ума сойти можно. Ладно, пора продолжать. Я отправился искать Пушинку. Скорость моя была весьма низка. Я снял куртку и зашел в тень ближайшего переулка. Ну и пекло, весь вспотел. Мяу! Я услышал громкое мяуканье. Не надеясь на успех, я вяло повернулся. Каково мое было удивление, когда я увидел Пушинку. Ее красное ожерелье, рыженький окрас с черными полосочками. «Пушинка, вот ты где! Слава богам! Кис-кис-кис!» Восторженно говорил я, приближаясь к кошке. Вдруг из-за бака вышел черный как ночь кот. Он был зеленым платком, намотанным вокруг шеи. Какой странный вкус у его хозяев. Я подкрался к Пушинке и схватил ее. Есть! Однако кот посмотрел на меня, прищурив свои глаза. Он гневно мяукнул. «Прости, приятель, понимаю, ты нашел себе подружку, но я против ваших шурмур». Черт, говорю, как этот дурак Какаша, с кем поведешься? Когда я начал уносить Пушинку, котяра ударил меня когтями по ноге. Я вскрикнул и выронил кошку, которая тут же запрыгнула на мусорный бак. «Ай, ты чего творишь, пушистый гаденыш? А ну пошел вон, кыш, брысь!» – кричал я, отгоняя наглого ухажера. Он не уходил. Тогда я решил нагнуться и выбросить его за пределы переулка, чтобы не мешался. В эту минуту котяра прыгнул и начал наносить мне удары лапами. Они были очень сильными. Я чувствовал, как боль пронзала мое лицо. В конце он жахнул меня когтями, после чего мяукнул и побежал. Пушинка последовала вслед за ним. Я держался за лицо, из которого сочилась кровь. Что это было? С каких пор кошки наносят такие удары? Я вытер кровь и нажал на кнопку коммуникатора, что торчал из уха. «Прием! Я нашел Пушинку!» «Отличная работа, Обита!» – послышался радостный голос Минато-сенсея. «Молодчина!» – похвалила меня Рин. «Ну и где ты?» – спросил Какаша. «Ну, я ее нашел, но на меня напал какой-то кот с зеленым платком вокруг шеи. Он увел за собой Пушинку». Повисла минутная тишина. «Тупая шутка, Обита!» – раздраженно проговорил Какаша. «Напал кот?» «Звучит странно», – ответил сенсей. «Зачем ему нападать на тебя?» – спросила обеспокоенная Рин. «Да не знаю я. Этот кот был очень странным. Удар у него, не кошачьи. Я не знаю, как объяснить». «Обита, продолжай поиск. Мы скоро тоже прибудем. Постарайся быть внимательнее. Потом расскажешь полную картину». «Да, сенсей». Связь отключилась. Почему мне никто не верит? Я же не придумал это. Хотя самому трудно в такое поверить. Проиграл коту. Позор. Но я этого не ожидал. Черт. Я шатался по улице. Лицо еще ныло. Похоже, синяки останутся. Мерзкий кот. Вот поймает, точно побрею на лысо. В порыве мыслей я не заметил госпожу Сумика, которая взяла меня за руку. «Обита, мальчик мой, что с тобой?» Госпожа Сумика, простите. Я просто кошку ищу. А тут еще кот и вот...» Выдал я беспорядочные обрывки истории. Она достала платок и вытерла мое испачканное лицо. «Ужас какой! Наверное, бешеный котик попался. Не то что моя лапочка». «Да, ваш кот прямо-таки эталон», — улыбнувшись, ответил я. «Не печалься. Как он выглядел-то?» Не хочу нагружать вас своими проблемами». «Не переживай, дорогой, ты всегда мне помогал. Да и мне, немощной старухе, тебе оплатить». «Не называйте себя так». Она слегка усмехнулась, держа меня своей тонкой старенькой ручонкой. Ей правда хотелось помочь. Кот черный был, с таким зеленым платком на шее, а кошка с ожерельем красным. Задумалась она. «Я видела эту сладкую парочку и еще так умилялась, а этот котяра разбойником оказался». «Правда? Где?» – воскликнул я, сжимая руку госпожи Сумико. «О, дайте боги память, на старом складе. Прошмыгнули через дырку в заборе. Даже кушать не стали то, что я оставила». «Старый склад? Это напротив лавки с рыбой?» «Да, там сейчас консервы хранят». «Вы очень меня выручили, госпожа Сумика», – ответил я, обнимая старушку. «Ой, как я рада. Позвольте, ваши сумки хоть донесу». «Нет, меня сын сегодня встретит, а у тебя задание, так что беги скорее, пока они не ушли. А еще возьми эту кошачью мяту, это облегчит тебе поимку сорванцов». «Ох, благодарю вас, я обязательно отплачу вам», – проговорил я, склоняя голову в благодарности. Госпожа Сумика погладила меня по голове и улыбнулась, слегка прикрывая свои глаза. Я побежал по улице, включая коммуникатор. «Прием! Кто-нибудь есть на связи? Опять будешь оправдываться?» Холодно ответил Какаша. «Какаши, мне нужна твоя помощь». «А? Ты же вроде сам хотел в одиночку работать».
Хотел, но мне правда нужна твоя помощь. Я нашел кошку, и я докажу, что тот котяра точно был. В кота я не верю, но если ты нашел и пушинку, то лучше побыстрее ее поймать. Где ты? В районе старого склада, напротив рыбной лавки. Понял, буду через 10 минут. Хорошо. Я прибыл на склад раньше. Залог успешной битвы – это оценка поля. Я обошел склад и обнаружил несколько дыр. Я закупорил их различными предметами, чтобы никто не смог сбежать. Хоть я и проиграл битву коту, но войны не проиграю. Далее я заглянул в окно. Как и ожидалось, госпожа Сумика была права. Котяра сидел на коробке и наблюдал за вылизывающей себя пушинкой. Какой-то у него не кошачий взгляд. «Ты чего там высматриваешь?» От неожиданности я рухнул на землю. «Зачем так пугать-то?» – процедил я злобно. «Шиноби нужно быть внимательнее, а у тебя чувство собственного сохранения, как у рыбки. Заткнись!» «Ну, где кошка?» «Внутри, сам смотри». Какаши встал на коробку и увидел ту же картину, что и я. Там и правда есть кот с платком, но это же просто кот. А вот и не просто. Хочешь убедиться? Тогда давай, иди внутрь, а я следом, чтобы не убежали. Почему это я завожу? Ты просто кота испугался, да? Спросил он, осматривая мое побитое лицо. Вовсе нет, просто хочу, чтобы ты свои слова назад забрал. Ну-ну, давай просто покончим с этим, тихо проговорил я. Ладно, я пошел. Какаши тихо прокрался внутрь через окно. Я залез следом. Мы спрятались за коробками. Жестами он указал, чтобы я зашел с фланга. Я кивнул. В этот момент Какаши вышел и направился к пушинке. Ты сегодня на удивление спокойная, да и котяра не буянит. Я выглядывал из-за угла. Как только Какаши прикоснулся к пушинке, кот широко раскрыл зеленые глаза и стремительно кинулся на него. Какаши тут же отскочил. Кот распушил свой хвост и зашипел. Затем мяукнул, и пушинка побежала за ним. Как и ожидалось, Какаши погнал их в мою сторону. Я выскочил, но кошак ударил меня задними лапами в прыжке. Я едва успел заблокироваться руками, но меня откинуло в коробке. «Какаши, они бегут к выходу, перехватывай!» – крикнул я, несясь следом. Он выскочил, не давая животным смотаться, но кот резко свернул в сторону, пролезая через щель между коробками. Пушинке такой трюк не удался. Я ловко взял толстое тельце и засунул в коробку. Какаши подбежал ко мне, на его предплечье зияла рана. «Видишь, этот котяра...» «Молчи», — сказал он, будто его пристыдили. «Слушай, я думаю, нужно его отловить. Чую я, что-то здесь неладное, только нужно работать сообща». Какаши немного задумался, затем посмотрел на свою рану и уверенно ответил. «Ладно, сделаем это, а то точно опозоримся перед сенсеем. Дай мне пару минут, и я его найду». «Как?» «Просто доверься мне», — сказал я, глядя в глаза Какаши. Тот посмотрел на меня, потом отвернулся и кивнул. Я зашел за угол и активировал шаринган. Как и ожидалось, чакра. У этого кота есть чакра. Кто он, черт подери, такой? Техника перевоплощения? Нет, что-то очень знакомое, но я не могу вспомнить. Кот сидел в одной из коробок. Хорошо, что я заткнул все дырки, лишая его путей к отступлению. Он прекрасно слышал нас, поэтому действовать нужно было осторожно. Выйдя из режима шарингана, я жестом указал на место. Какаши меня понял и подкрался. Тогда я насыпал мяты и указал на сетку наверху. Скорее всего, в нее складывали коробки, но сейчас она пуста. Он кивнул мне и скачком добрался доверху. Наступила минута тишины. Вдруг коробка двинулся. Ее стенка с треском была разломана, а кот кинулся на приманку. Увидев меня, он зашипел, показывая свои когти. «Ну давай, чертов котяра, иначе не получишь свой приз!» Начал дразнить его я. Кот бросился на меня. «Давай, Какаши!» Мой товарищ метнул сюрикен, который оборвал веревки. Тяжелая сетка рухнула вниз. К счастью, я успел отпрыгнуть в последний момент, а вот кот нет. Его прижало к земле. «Обита, скорее!» – крикнул Какаши. «А? Да!» Я подбежал и замотал его в кулек. Сетка плотно прижала лапы к туловищу, поэтому осталась только гневная шипящая голова. Я устало выдохнул. Руки были все в царапинах. Какаши спустился вниз. «Не мог хотя бы крикнуть, чтобы я отскочил?» «А разве это не очевидно?» – вопросил тот. «Ни хрена! Ладно, надо вызывать сенсей Ирин». Я включил коммуникатор. «Сенсей? Обита? Нашел что-то?» «Да, поймана беглянка и странный кот». «Странный кот? Обита, ты уверен?» Я грустно выдохнул. Тут в разговор влез Какаши. «Сенсей, он не врет. Тут и вправду весьма странный кот. Думаю, вам стоит взглянуть». «Хорошо. Я и раньше думал, что же это может быть, но теперь, когда и ты подтвердил, меня это насторожило. А я опять крайний. Эх, что же за судьба такая?» Минато-сенсей и Ирин прибыли через 5 минут.
Рин наложила повязку на руку Какаши, даже несмотря на то, что тот упирался, а потом гневно смотрел на меня, после чего долго Рин ругалась на меня, что я такой неосторожный. Ее ласковые мягкие руки аккуратно лечили раны и накладывали повязки. «Ай, Рин, больно! Что ж ты такой неаккуратный? Посмотри на себя, на тебе живого места нету!» Ух, этот кот, демон, не иначе, даже Какаши досталась. Фу, это была случайность, не более. «Да молчал бы!» «Но ты все равно молодец», — сказала Рин, обнимая меня. Выдавал я, полностью смущенный такой близостью. Минато-сенсей подошел к коту и взял его платок. Тот задергался и зашипел. Как я и думал. «Вы о чем, учитель?» – спросила Рин, наложив последнюю повязку на мою руку. «Не Неко, коты шиноби. На платке символ правда. Но что он здесь забыл? Видимо, хотел кошку похитить. Может, у него там зов природы?» – вопросил я. У них там и своих хватает. Почему именно Пушинка? Кстати, где она?» «В коробке», – ответил Какаши. «Хорошо, не забудь ее забрать». «Эй, приятель, хочешь поговорить?» Кот лишь фыркнул. Насколько я знаю, он будет с нами говорить лишь в одном случае. Подождите здесь». Минато-сенсей испарился, а через пару минут вновь появился. Техника летящего бога грома, что-то с чем-то. Уж я-то не понаслышке знаю. Сенсей достал 4 пары кошачьих ушек. Рин воскликнула от умиления и тут же примерила. Она так мило смотрится. «Я не надену это!» – крикнул я, уползая от Рин. «Да брось, уверена, тебе очень подойдет». «Ни за что!» «Ну ради меня», – жалостливо сказала она. Это что за тонкий вид манипуляции, гензюцу? Почему я не могу сопротивляться? «Ладно, давай», – пробубнил я. После того, как я их надел, Какаши проговорил. «Ну и вид у тебя. На себя посмотри, ты похож на того ленивого сонного котяру, что вечно спит у академии». «Вай, Минато-сенсей, вам так идет?» Рад, что тебе нравится, Рин». Мы встали напротив кота. Тот выдохнул. «Ну что, теперь поговорим?» – сказал учитель. «Не о чем мне с вами разговаривать, глупые человеки. Не». «Он говорящий. Это и правда не Неко. Теперь вспомнил, я про них читал». «Тише ты, балда», – холодно осадил меня Какаши. «Я думал, вы окажетесь слабаками, как этот крикливый мальчишка». «Эй!» – возмутился я. Рин тихонько хихикнула. «Этот, что в маске, осторожнее был, не? Ну тоже глупый». Какаши лишь зло откашлялся. «Тем не менее, тебя такого умного одолели глупые, как ты говоришь, мальчишки. Значит, что ты глуп вдвойне? Мои ученики намного способнее, чем тебе кажется. А теперь говори, зачем ты похитил эту кошку?» «Вот еще. Я просто был отвлечен кошачьей мятой. Это подло. Никто меня не побеждал, и вообще, не, я вам ничего не скажу, не». «Похоже, все же я его побрею на лысо», – сказал я, мерзко улыбаясь. «Возможно, в этот раз я тебе даже помогу», – ответил более злобно Какаши. «Не, вы чего? Не смейте, я не вас порву». Рин отрицательно покачала головой, затем подошла к коту и почесала ему за ушком. «Они шутят. Не обижайся, ладно? Просто скажи нам, почему ты так хотел украсть Пушинку?» «Не, Мур, хоть кто-то из человеков знает, что ня мы любим. Учитесь, придурки». «Какаши, держи меня, я его на лепешку с мясом упущу. Я бы и рад, да самому охота». «Я великий воин крепости кошек ня-ня-то, и мне не нужна эта толстуха. Я женат». «Вай!» – воскликнула Рин, поглаживая кота. «Так у тебя есть семья?» «Ня, да». «Но зачем тогда ты это сделал? Может быть, у тебя беда случилась?» «Эх, ты добрая, ня, понимаешь. Моих котят украл человек в маске собаки». «В маске собаки?» – уточнил сенсей, который до этого задумчиво смотрел на кота. «Да, ня. Он сказал, что утопит мое потомство, если я не приведу эту кошку. Я очень хочу спасти моих котят». Рин погрустнела и посмотрела на Минато. Тот, понимающе кивнул. «Давайте поможем нянято», – сказала она, обращаясь к нам. «Вот этому грубому мешку с блохами? Да он целый день нам палки в колеса вставляет. Я сегодня слишком много соглашаюсь, но Обита прав. Мы выполнили миссию. Нет нам дела до его проблем. Вы никогда не станете истинными шиноби листа, если в трудную минуту бросите нуждающегося в помощи. Обита, разве ты бросаешь старушек в беде?» «Нет, но...» «А ты, Какаши, разве оставил бы в беде своих товарищей? Если это во благо миссии, разве вам не хочется, чтобы нянята изменил свое мнение о людях? Ведь
на кону жизнь его детей», – проговорила Рин, присоединившись к словам сенсея. В этот момент она посмотрела на меня серьезно и даже зло. Я выдохнул. Она и сенсей правы. Не знаю, чего это я уперся. Да, этот кот нанес изрядный удар нашему с Какаши самолюбию. В порыве всех этих споров мы озлобились на заботливого отца, хоть и в кошачьей шкуре. «Слушай, прости, нянята, я в деле. Мы обязательно спасем твоих детей. Даю слово». «Ня, ты серьезно? Хочешь помочь мне после всего, что я натворил, ня?» «Да, думаю, ты просто очень волнуешься за детей, а это значит, что ты очень хороший отец. Я бы тоже нервничал и переживал». Посмотрев на Рин, я увидел, как она заливается легким румянцем, а затем нежно улыбается. «Молодец, Обита. Очень рад, что ты понимаешь ценность семьи и уз, что их связывает. Что насчет тебя, Какаши?» Тот серьезно посмотрел на довольного и улыбающегося Минато, затем выдохнул и проговорил. «Думаю, раз вы так считаете, то миссия еще не окончена. Не люблю провалов, так что нужно выловить преступника и завершить это дело». Рин встала и прижала нас обоих к себе, а затем тихо проговорила. «Спасибо, ребята, я знала, что вы хорошие». Нянята слегка шмыгнул маленьким розовым носом и проговорил. «Спасибо, ня, люди, я очень благодарен, ня». «Что же, во сколько у тебя встреча и где?» – спросил Минато, распутывая кота. «Не о закате, в лесу». «Отлично, у нас есть время придумать план». Рин призадумалась, а затем, улыбаясь, воскликнула. «У меня, кажется, есть отличная идея». Продолжение следует.